Медельин, Колумбия. 17 мая 1989 года, около 6 утра. До полуфинала Кубка Либертадорес осталось несколько часов. Номер отеля спят трое аргентинских арбитров. Обычная командировка. В 6 утра дверь вылетает внутрь. В номер ходят четверо. Трое держат автоматы. Один одет в костюм. На стол ложится коробка с деньгами. Пистолет упирается в голову одного из судей. Условия короткие. Сегодня Атлетико побеждает. Тогда арбитры улетают домой. Если нет, домой они могут не вернуться. Через несколько часов их везут на стадион. Медельин уже не спит. У входа давка. Барабаны, дым. Зелено-белые флаги закрывают трибуны. Десятки тысяч человек требуют победы, а 3 человека на поле знают ее цену. Первый гол, второй, третий, шестой. Финальный свисток 6-0. Атлетико выходит в финал главного кубка турнира Южной Америки. Через 2 недели команда Пабло Эскобара поднимает кубок. Страна сойдет с ума. А соперники придумают песню, которую в Медельине ненавидят до сих пор. Только вот Пабло не выходил на поле. И все же перед матчем его команды к судьям приходили люди с автоматами. Эта история не о том, как наркобарон купил один финал. Это история о том, как он купил все вокруг него. Начнем. Пабло Эскобар, наркобарон, миллиардер и человек, который искренне любил футбол. Он строил поля в бедных кварталах Медельина, платил профессиональным футболистам за частные матчи. Никогда официально не занимал в Атлетико ни одной должности. Если клуб проигрывал, Пабло был просто болельщиком. Если выигрывал, весь Медельин знал, кто ему дал деньги. Родригес Гача, мексиканец, партнер Эскобара по картелю, владелец частной армии, покровитель Миллионариас из Боготы. На поле их клубы были соперниками. За полем их деньги приходили из одного бизнеса, 2 союзника, 2 клуба, и неизбежный момент, когда им пришлось выяснить, кто из них важнее. Родригес Орихуэла, лидер картеля Кали, главный враг Эскобара. Его команда трижды подряд доходила до финала Кубка Либертадорес и трижды проигрывала. Эскобар хотел взять трофей, который не покорялся его врагу. Для него это был не футбол, это была война другими средствами. Карлос Эспосито, аргентинский арбитр, обычная командировка, 1 матч, 90 минут. Но сначала ночь в Медельине, которую он будет помнить до конца жизни. Рене Игита, вратарь, который ненавидел стоять в воротах, выбегал к центру поля, обводил нападающих и бил пенальти сам. В финале от него будет зависеть все. 4 человека и страна, где ошибки измерялись уже не очками, жизнями. В начале 80-х колумбийские клубы резко разбогатели, зарплаты выросли, лучшие игроки перестали уезжать, стадионы заполнялись, бухгалтерия не объясняла, откуда деньги. Схема была простой, трансфер мог стоить одну сумму на бумаге и другую в реальности. Часть зарплаты шла по контракту, остальное наличными, без следа. Деньги входили в клуб грязными, на поле они выглядели как голые. У каждого большого босса появилась команда. На трибунах дрались за цвета, а за игроками на поле, невидимые в телетрансляции, стояли люди, которые делали маршруты кокаина. Футбольная таблица стала еще одной картой их войны, но один человек решил эту войну закончить публично. 1983 год. Министр юстиции Родриго Лара Бонилья говорит то, о чем футбольная Колумбия предпочитала молчать. Наркоторговцы финансируют профессиональные клубы. Он называет имена, требует расследования. Федерация отвечает отрицанием. Стадионы продолжают заполняться. Через несколько месяцев Лару Бонилью расстреляют в его машине. Убийцы связывают с медельинским картелем. Это не доказывает, что конкретный матч был куплен, но доказывает другое. Люди, вошедшие в футбол, не воспринимали правила как ограничения. И если они были готовы убить министра, спорить с арбитром они точно не собирались. Здесь важна одна вещь.
потому что без нее история становится слишком простой. В 1987 году Атлетико возглавлял тренер Пачо Матурана. Он собирает команду только из колумбийцев, молодых, быстрых, безрассудных. Рене Игита, Андрес Эскобар, Лионель Альварес – молодые игроки, которые позже станут основой сильнейшей сборной в истории страны. Они не были декорацией для чужих денег, они были настоящей командой. Эскобар мог платить им зарплаты и держать их в Колумбии, но он не мог научить Игиту отбивать пенальти, не мог построить прессинг Матураны. Именно поэтому эта история сложнее обычного подкупа. Грязные деньги финансировали футбол, который на поле мог быть совершенно настоящим. К 1989 году ни один колумбийский клуб не выигрывал Кубок Либертадорес. Америка де Кали, клуб картеля Кали, трижды подряд доходил до финала, трижды проигрывал. Для Эскобара это был шанс взять трофей, который не покорился его главному врагу, доказать, что Медельин и он сам сильнее Кали. Nacional начал турнир плохо. 4 матча, ни одной победы. Едва вышел из группы, потом прошел Рейсинг и вышел на Миллонариас из Боготы. На поле это был Медельин против Боготы. За полем Пабло Эскобар против Гонсало Родригеса Гачи. Союзники по наркобизнесу, соперники в футболе. 90 минут, в которые два человека, привыкшие получать все, должны были согласиться, что один из них проиграл. На трибунах свист, игроки идут в стыке. После каждого решения арбитра скамейка вскакивает. Миллионариус требует пенальти. Свисток молчит. Nacional проходит дальше. После гола Трильеса с трибуны летит тяжелый предмет. Попадает игроку в голову. Кровь, крики. На поле уже невозможно понять, где закончился матч, и начинается уличная разборка. Доказательств подкупа нет, но теперь каждому свистку приклеилось одно имя – Эскобар. В полуфинале соперник Данубия из Уругвая. Первый матч 0-0, все решится в Медельине, и в город прилетает трое аргентинских арбитров. Их поселили в отель, посоветовали не выходить. Город слишком опасный, но опасность пришла к ним сама. С той ночи каждому забитому голу прилипло одно слово, и оно было не имя нападающего. Nacional забил 6, Данубия 0. Три арбитра сели в самолет и улетели домой, ровно как им и обещали. Совпадение это или нет, решайте сами. Далее соперник Олимпия из Парагвая. Первый матч на чужом поле. Nacional проигрывает 0-2. Ответный финал переносится из Медельина в Боготу. Официально из-за вместимости стадиона. Неофициально все понимали, что происходит, когда Nacional играет дома. Даже организаторы турнира боялись приехать в город команды. Nacional отыгрывается 2-2. Пенальти. Один удар, второй, пятый, 10-й. Серия не заканчивается. Рене Игита к этому моменту уже отбил 4 удара. Его партнеры промахнулись столько же. Не только вратарь сам пошел бить. Человек, который по правилам полагается стоять в воротах, идет к точке. Разбег, гол. Серия продолжается. 18 ударов. Лионель Альварес. Удар. Мяч в сетке. Атлетико Nacional чемпион. Первый в истории Колумбии. Игроки падают на газон. Матурана плачет. Страна не спит всю ночь. Это не выглядит как купленная победа. Купленные победы не лишаются в 18-м пенальти. Но частые турниры не начинаются с автоматами в гостиничном номере. Эскобар не поднял кубок, не вышел на церемонию. Его имени нет в протоколе. Но победа дала ему то, чего не могли купить поля в бедных районах. Общую память. На одну ночь Медельин перестал быть городом картеля. Он стал городом чемпиона. А человек, который за это заплатил, оказался внутри этой победы, даже не появившись в кадре. Идеальная позиция, пока система не начала пожирать саму себя. 1990 год. Следующий Кубок Либертадорес. Nacional играет дома против Васко де Гама. Бразильцы заявляют, к судьям снова приходили вооруженные люди. Результат аннулируют. Переигровку переносят в Чили. Международные матчи в Колумбии ограничивают. Теперь это уже не кричалка соперников, не зависть к чемпионам. Кубок 1989 года остался у Nacional, но доверие к нему исчезло.
Так купил ли Пабло Эскобар чемпионство Южной Америки? Чека не осталось, игроки действительно забивали, и Гита действительно отбивал. Матурана действительно построил великую команду. Но Пабло и не нужно было покупать каждый гол. Он платил за лучших игроков, держал их в Колумбии, наполнял клубные кассы, и когда одного футбола оказывалось недостаточно, к арбитрам приходили другие люди с наличными, с оружием, с правильным вариантом счета. Возможно, футболисты выиграли тот кубок честно, но турнир вокруг них честным уже не был. Вот почему второй кубок Либертадорес, выигранный National в 2016 году, чисто, без единого слуха, не стер первый. И вот почему соперники до сих пор поют. Может быть, он не купил финал. Он сделал больше. Он купил систему, в которой его команда не должна была проигрывать.